Всем привет! Медведи для народов Севера – это сакральные животные, поэтому сегодня мы в самом медвежьем месте России, а может быть даже всего мира. Мы на Курильском озере. Медведь – ключевой персонаж в мифологии коренных жителей российской Арктики, от саамов до эскимосов. Древние люди почитали медведя, считали его прародителем, тотемным животным, верили в его покровительство. В мифологии разных народов Арктики медведю отводятся разные роли. Например, ханты и коми считают медведя хозяином леса и верят, что он понимает человеческий язык. Селькупы представляли медведя человеком, превратившимся в животное, поэтому никогда на него не охотились. А для нганасанских шаманов медведь, правда белый, был проводником в потусторонний мир. Это остров Саманг, и его еще называют родильным домом медведей, потому что здесь много вулканических пещер, где они устраивают свои берлоги. И буквально несколько минут назад, несколько секунд назад мы видели нескольких медведей. Так, смотрите, это медвежонок, вы можете себе представить, какой он огромный. А где-то здесь недалеко, а рядом с ним, вот прямо сейчас мы видим рядом с ним, это самка. Возможно, его даже мать. У северных народов есть поверье, что медведь всегда слышит человека, поэтому его имя стараются не упоминать просто так. Говоря о медведе или исполняя песни о нем, принято просить у зверя прощения или скрывать свое лицо. Так иногда поступали и охотники, чтобы не навлечь беду на свой род. Но здесь ситуация другая. Все разговоры только о медведях. Кто, где, сколько видел, какой возраст и пол. Возможно, именно поэтому Курильское озеро привлекает туристов со всего мира. Здесь косолапых можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки. Мы в самом центре Курильского озера. Прямо перед нами остров Сердце Алаида. Здесь, кстати, обитает самая крупная колония тихоокеанских чаек. Ну а виды здесь просто посмотрите. Все берега как на ладони. Тихую жизнь Курильского озера оберегают инспекторы Кранотского заповедника. Здесь, на озерном кордоне, размещается вся необходимая инфраструктура. Вертолетные площадки, домики для жилья, столовая, туалет. Есть и палатки для гостей и волонтеров, которые иногда остаются на озере на несколько дней. Вся территория огорожена электрозабором. Жизнь на кордоне полностью автономна, сотовая связь недоступна, а электричество работает от генератора строго по расписанию. Зимой здесь дежурит буквально пара человек, но в горячий сезон, когда начинается румный ход лосося и к берегам озера подходят медведи, жизнь на кордоне бьет ключом. Пару дней мы проведем на кордоне Южно-Камчатского федерального заказника. Сейчас нужно немного осмотреться, и вот я вижу вот эту белую палатку. Интересно, что там внутри. Расскажите, пожалуйста, что это за шатер такой? Здесь мы продаем сувениры Кранотского заповедника, футболки, книги, кружки. Какой сувенир пользуется самым большим спросом у туристов? Смотрите, разные модели. Есть с начесом, есть без. У нас много туристов приезжают, не знают, куда попали. У нас дожди, ветер, Камчатка, погода переменчивая. И берут худи прямо на месте, по несколько штук, чтобы утеплиться и поехать на экскурсию на катере. Сколько стоит? 5500. Ну, 5500. Берем. Мне кажется, я уже определился с сувениром. Беру вот эту игру «Медведи и лососи» и обязательно возьму худи. Из Курильского озера вытекает одна единственная река, это река Озерная, и прямо сейчас по ней мы направляемся к еще одной достопримечательности Южно-Камчатского федерального заказника – Куткиным батам. Не всегда легок путь туриста. Так.
Перемещение по территории заказника возможно только в сопровождении федерального инспектора, вооруженного ружьем и другими средствами для отпугивания медведей. Меры безопасности, к слову, не лишние. Следы диких зверей в этом медвежьем царстве можно встретить буквально повсюду. Куткины баты – пемзовые отложения высотой более 100 метров. По легенде коренных народов, Ворон Кутк, создатель Камчатки, оставил здесь сушиться свои лодки. И вот они сейчас прямо перед нами. Ну, красота, конечно, невероятная. Мы продолжаем исследовать локации Южно-Камчатского федерального заказника. Сейчас мы на берегу Охотского моря, идет отлив, и нашли вот такое необычное место. Здесь отчетливо видно, как вода точит камень. Они необычной формы, все вот в таких вот водорослях. Думаю, дальше нас ждет еще больше интересного. Пойдемте. Это место называют каменный цветок. Отдельно стоящие скалы причудливо вырастают из воды огромным бутоном. Налетевший туман только усиливает впечатление. Крики чаек, шелест волн, шум ветра. Начинаешь понимать, откуда коренные жители этих мест черпали вдохновение для своих легенд и сказочных сюжетов. Заканчивается наше путешествие по Камчатке, мы улетаем, в очередной раз убедившись, что этот край прекрасен в любую погоду и в любое время года. Осталось легкое ощущение, что мы чего-то не успели, чего-то не увидели, но это повод еще раз сюда вернуться.